пляже был и цунами началось? И что, как оно было? Как? Я боюсь, я бум-бум-бум вот так. Давай, кто кого укусит. Давай, на язык. Дорогие обезьяны, знакомьтесь, это Биг Босс Антон. Собрание, да? Прощайте, Мальдивы. Ну что, друзья, вылетаем, а летим мы на остров, государство Шри-Ланка. Площадь всей страны вместе с морскими территориями 65 тысяч километров. То есть получается это в 3 раза меньше, чем Беларусь. А жителей здесь проживает 20 миллионов. Это примерно в 2 раза больше, чем в Беларуси. Многие из вас слышали слово Цейлон, слово Коломбо. Так вот, этот остров раньше называли Цейлоном. Да, и отсюда пошел, конечно же, цейлонский чай. И надеемся, в этом видео мы вам покажем эти плантации. А Коломбо – это один из крупнейших городов, куда мы и прилетаем. Но это не столица Шри-Ланки. Цейлонский остров когда-то был и голландской колонией, и португальской. Но последней была британская колония. Давайте попутешествуем по этой стране и посмотрим, чем она нас удивит. Может быть, это обычное подобие Индии? Столько разных банков. Некоторые даже по-русски пишут. Вот хороший банк. А, еще роспись. Тут все по паспорту. Так, получается 1000, 2, 3000, 250 шри-ланских рупий. Бумажные, денежки такие красивые. С птичками. Все с птичками, с попугайчиками. За 100 баксов 3250. Ну возьмем вот эту максималку, $13 60 гигабайт. И поделимся, и все вместе будем пользоваться. В Шри-Ланку нам нужны были визы. Заранее, онлайн, они делаются за $50. Но по прилету на месте можно было бы сделать за 60. И заранее мы заказали такси до города Бентотто. Заранее это стоило $28. А у местных таксистов на вокзале заплатили бы $50. Город Бентотто – это курортный город. Это небольшой городок, всего лишь 37 тысяч населения. А название его происходит от одноименной реки Бентотто-Ганга, впадающей в океан и являющейся самой большой рекой на острове. Удивило, что между городами очень хорошее асфальтное покрытие, движение не перегружено автомобилями, а вдоль дороги стоят сетки, как на немецких автобанах. Проехали мы 86 километров, и поразила еще чистота. Никакого мусора не было вообще. Как тут в такси чисто, посмотрите, какие коврики. Как дома, да? Дома у некоторых таких нету ковриков. Сервис шикарный. Где мы будем жить? Где кондиционер? А, есть кондиционер. Нормально. Ну, пускай для первого места хватит. Добрались мы до места наконец-то. Что? Ух ты! А, так это общая терраса. О, так у нас здесь столовая будет, да? Да, будем здесь завтракать. Короче, я вам скажу, что стоит номер всего лишь, вот мы сняли 2 номера. Один номер стоит $25 с завтраком.
день-два осмотреться, что это, как тут, что тут все устроено. Пока что видите местные жители, они на нас так смотрят, разглядывают, улыбаются. Нет, круто, мне нравится. Я Как смотрю, как мы инопланетяне какие-то. инфраструктура очень хорошая, то есть видно, что все развито. Смотри, какое-то движение какое-то. Мусора, заметь. Нету особо мусора. Нету, все чистенько, прибирают. Чистота. Вроде бы как Индия, да? Не чистота. Я не знаю, мы такое чувство, что с одной Индии приехали во вторую Индию. Друзья, ну это первое впечатление обманчиво. Мы еще, Копнем глубже. мы еще заглянем под кровать. Так, единственный недостаток, у нас в номере нету сейфа. Но я посмотрел, тут оказывается Холодильник с ключом. Вот он сюда вот. А зачем холодильник с ключом? Нам паспорта в холодильник положить, чтобы никто не вкрался, не дай бог. Тут всего обследовать надо. Получается, мы 4 минуты до океана. И минут 10 до речки Бентота Ганга. На Мальдивах мы зашли на сайт Aviasales, нашли билет до Коломбо, он обошелся нам $130. И это не самые дешевые еще авиабилеты. Мы в этот раз нашли от компании Etihad. Полет занимал всего лишь 1,5 часа, и нас там еще и покормили. Сейчас мы тут побудем примерно 7 дней, 10, пока не надоест. А когда надоест, мы опять зайдем на сайт Aviasales и найдем самый выгодный, дешевый маршрут, куда полетим дальше. Мусора нет, собаки есть. Пляжи Шри-Ланки тянутся вдоль всего побережья, как бы опоясывая весь остров. И их можно поделить на 3 больших региона – западные, южные и восточные пляжи. На западные пляжи едут обычно за отельным комфортом, и на восточные – в поиске нетуристических мест. Поскольку мы прибыли с Мальдив, то все сравнения будут именно с ними. Песок. Песок, не ракушка. Не белый. Вода никак не может быть прозрачная, голубая. Мутная, с песком. Я думаю, это не сильно плохо. Ну, теплая вода, теплая. Песок настолько мелкий, что напоминает фракцию в песочных часах. Наш номер находится 4 минуты ходьбы от океана. И мы вот только что так чисто посмотрели, сколько стоит номер на первой линии. Вот тут получается номер стоит $100 на двоих. То есть там 25, тут 100. Ну тоже как бы недорого, но у нас бесплатно. Мы находимся на западном пляже. Тут пляжи огромные, с золотистым песком. Эта часть побережья самая развитая на острове. Инфраструктура включает огромное количество разных отелей, вилл, гестхаусов. Хотя на побережье также можно найти и крошечные деревни с дикими пляжами. Мы находимся на пляже Бентотта. Это самый большой и самый популярный курорт юго-западного побережья Шри-Ланки. Но посмотрите, пляжи полупустые. Но это не значит, что сейчас нет отдыхающих или они просто не купаются. Просто представьте, общая протяженность линии побережья Шри-Ланки составляет 1340 километров. Тут места хватит всем. Мы с Антоном уже покупались. Шикарно. Когда ты смотришь на это, думаешь, ой, океан, холодный. Но когда ложишься, он теплый, это стихия, тебя ворочает. Вот это вот сила, это мощь, ты получаешь просто удовольствие. Но вода мутная. Мутная такая, вот из-за этого песка. Песок такой золотой, какой-то коричневый. Вот как наполняют песочные часы, он поэтому такой мелкий. И поэтому вода такая, она не может здесь быть прозрачная. Если бы здесь был бы ракушечник, камни, она бы была бы прозрачная.
Поэтому Валентина еще не купалась. Девушки любят Мальдивы, вот поэтому. Кажется, один океан Индийский. Разница 600 километров. Пустые пляжи. Горячий, пригорячий песочек. Кажется, ну такие ловкие, такие сильные, проворные. Дать палец будет синяк. Кусаются намного сильнее, чем раки. Как пауки. Ты еще не попозировал зрителя. Постой, постой. Вот он щупальцами так цепляется, что вот я его отцепить не могу. О, держится он. И отпускай. Отпускай. Добро пожаловать. Ты на черничном хуторе. Вот все, теперь беги. Беги отсюда. Зашли в кафе заказать сок. Смотрите, Шри-Ланка. Вызов официанта. Счет. Кальян и отмена. То есть я могу позвонить и сказать, мне кальян, ну не будем, просто позовем. Да нам, пожалуйста, 4 джуса. Мы влезем втроем в этот тук-тук? Да, я за рулем буду. А ты думал, что я сзади сяду? Поехали в город, мне надо постричься, а Мне тебе... надо постричься тоже. Какой нам... Кто нас повезет? Сити барбершоп. Туда-обратно, да? Есть, да. Туда-обратно. Слушай, кондиционер не нужен, да? А видели в поезде, там окон нету. Да. Тут тоже. Каждый день мы ездили на тук-туках, и это было здорово. Тук-тук – это самый распространенный вид мототранспорта в Юго-Восточной Азии, а для нас это самый экзотический транспорт в мире. Водителям только говоришь, что тебе надо купить, и он везет тебя в нужное место. За $1,5 он был счастлив тебя покатать в ближайший город и обратно, и даже подождать более часа, пока ты решишь все свои дела. Ага, там девочка ему заколочку заплели. Смотри, что написано. Уважаемые соотечественники, рекомендуем вам Сабура. Он очень хороший тук-тук. Знает много ресторанов, магазинов. Только одна беда, что плохо говорит по-русски. А так ему можно доверять. С уважением, семья из Белоруссии. Слушай, ты же подстроился, чтобы просыпаться так рано? Ты представь, у нас сейчас 5 часов 30 минут. Да, тут разница с нашей Беларусью 2,5 часа. Представь. Я всегда думал, что разница всегда ровно по часам, а тут 2,5, то есть 30 минут. Друзья, получается, я уже начинаю от Шри-Ланки балдеть по двум причинам. Раз, чистота. Ну, чистота. Нету ни бумажек, может мы сейчас еще никуда-то не довыходили. И два, от цен. Вот смотрите, вот это вот, мы сейчас живем в гестхаузе на 2-м этаже, а на 1-м живут местные жители. То есть они нам весь 2-й этаж отдали. И вот $25 за комнату, и вот это они такой еще завтрак накрывают.
отношения как к родственникам. Она только что кофе, Милка, еще. Я говорю, все, идите, хватит там это все съесть, да? Что это вообще? Цены такие, на все дешевле. Мы вчера пошли, фруктов купили, вот такую гору. Сколько вы дали? $10 даже не стоит. Ну, где-то около 10, да? Да. До предела. На Мальдивах мы отдали как-то за фрукты $60. И я говорю, ребята, у нас в Беларуси Раза дешевле. 3 меньше пакетики. Ну, были, да? ты ж понимаешь, все равно психологически ты понимаешь, что для них вот эта папайя, да, это как для нас яблоко. Мы их косами кормим, там, отдаем свиньям. И там, а они нам там на Мальдивах продавали сумасшедшие деньги. А тут вот, а тут тоже, вы вчера покупали, говорит, на тебе, говорит, банан бесплатно, на тебе, да, помнишь, она же вчера тоже, вот такое отношение должно быть, то есть она упала с дерева, ну и такси дешевле, питание в ресторанах дешевле. Вот Шри-Ланка это страна, в которую можно приезжать на зимовку. То есть тут ты отдаешь столько же денег, сколько ты живешь, то есть, ну, в России и в Беларуси. Заметь, мы вчера на тук-туке ездили, да? Все-таки принесли только. Вчера на тук-туке ездили, и что? Мы заплатили, сколько оно стоит. Не было такого, что как там. Один сказал одно, второй сказал второе, третий, да? У всех одна цена. Так мы дали больше. Нет, так это мы дали больше, Ну, это понятно. то есть да. на Мальдивах нас таксист обманул, взял себе сдачу, все, сказал, так и должно быть. А тут нам сказал 500 рублей, мы ему дали 700 рублей. То есть вот, как бы вот так, такое отношение. Ладно, кушаем. Это бананы, а это цветок бананов. Да, да. Потом он оп, и будут бананы. Вон там есть банан. And those curry make people. Используете как специи? Да. Тут в Азии, кстати, тунца очень много. На Мальдивах здесь. Но он такой, как наша говядина. Не, это не мы- сильно вкусно. Это как мы курицу выращиваем, да, а у них тунец ловится. Да, не сильно вкусно. Но много здесь. Закрывает листики. Мимоза, да? Оп. Мимозочка. Как волшебник. Да ну-ка завянь. Завянь. Смотри, мы идем, тут какая-то деревушка. Чисто. Кто убирает? Где мусор? Всегда клин. Потому что это Бентота? special and потому and no pay for government from for О, свадьба. president area. Свадьба? Да, это marriage. Мы решили прокатиться по местной речке и посмотреть на местных животных. Фауна на Шри-Ланке довольно многочисленная и очень разнообразная. Тут очень большая популяция слонов и обитает около 600 леопардов. Но к слонам мы поедем чуть позже. Давайте сначала посмотрим на крокодильчиков и на обезьянок. Это храм. Храм, буддийский храм. Это буддийский храм. Здесь А как это? The river bar. Is Peanut River bar with the Krivi. что там вот на этой территории храм. Это устье, мы сейчас в устье океана и реки. Да. И смотри, здесь рыбаки стоят. Здорово, обезьяна. Это типа лемуров, да? Мама, бэби. Мама с бэйби. А что это? Укуси. Как называется? Карамбу. Хороший карамбон. Как слива. Маленького. Подразнись с ним. Аккуратно укусит.
Это вот так один опасно, вот так. Так опасно? Да. Это- Как knife. Типа со стороны. Он, видишь, может соединить свои. Ну видишь, маленький и большой варан. Ну такой хороший, такой 2 метра варан. Family. Он, наверное, покушал, да? Да. Я его возьму. Это ветра. Убежит? Да. О, bagus benar. А, и вот на дереве, смотри, Валька. Nah, maling kita sendiri mah, fitnah. Kita tidak maling. А, вот. Вот на дереве маленький варан, и там большой варан. И слева еще, смотри. И тут вот Димка слева. То тут 3 варана. А, тут варан. Слушай, так это тут люди живут, да? Да, люди это дом. А они котов едят? Нет. Котов нет? Нет. И опасные проблемы. А собак едят? А что они кушают? Рыбу едят? Рыбу, ностар, как харова, это муслим, вот это только муслим. Курикс, харова, вот так, на крика. Отпугивает только, да? Да. Потому что муслим люди, умер, курикс, харова, килл. А, люди убивают курицу и корову, и они это остатки съедают, да? И потом едят варана. Вараны съедают все, да? Да, кушай. Ну, то есть они, получается, такую гигиену своеобразную проводят. Не будет тут ничего, ничего не выкидывается. А вот там собака и люди. Поехали? Поехали, какая-то женщина нас сейчас будет мачете нападать. Змея? Видно, вот так. А, и бурундук. Бурундук, они смеют тоже. О, лежит змея, да, на ветке. Чами, она длинная, 2 метра она. Да, 2 метра, 3 метра. Она ядовитая? Это едят бурундук. Они Она ест барандук. бурундуков. Она кушает барандуков? Да. Чами, мы видим диких животных, крокодил, змея, вараны. А почему они нас не боятся? Начинаю, это люблю людей, люди люблю собака, варана, змея, кобра. Они здесь живут, как у нас, даже не знаю, нас Как домашние животные. нас зайцы и лисы боятся, они тут вы чего? В 2 метрах от змеи, поехали отсюда. Давай, кто кого укусит. Давай, на язык. Зубастый ты, конечно. Но в любом случае, вот этот, понимаете, обычно, когда в природе с крокодилом встречаешься, то думаешь, хоть бы он меня не съел. А сейчас этот открыл рот, думает, хоть бы ты меня не съел. Да, сейчас я могу тебя съесть. Сейчас тоже откроет, подожди. Антон, мама плывет. Это крокодил, сколько ему дней? 1 месяц. 1 месяц. Только вылупился с яйца. Хороший крокодил. Это едят. Ну что, я хочу сказать, что холодный, как змея. Холодненький. Какой размер он вырастет? Большой? Большой, 3-4 метра большой. 3-4 метра. Это едят креветки. Я надеюсь, мы больше не встретимся с тобой. На тарелке только если. Ну, разве что это я обувь твою буду носить. На, крокодильчика тебе. На что похож? Вот На змею похож. здесь крокодилы ловят собак, котов. То есть, если собаки и коты подходят близко к берегу, они их хватают. Он так балдеет. Я думал, на льядах покатаюсь. Даже Маугли. Сори. А когда?
интересно, люди скачут, мотор работает, лодка подплывает. Он на нас даже внимания не обращает, он нас вообще не боится. Это не бойся. Сколько ему лет? 4 года. То есть вот такой 4 года, да? Да. Потом 8 год. Вот так. Большая. Типа еще в 2 раза Да, вырастет больше. сейчас чуть-чуть маленький. На Шри-Ланке когда последний раз человека съел крокодил? Было такое? Нет. Никак. Никогда не ел крокодила? Нет. Только собак, котов. Собака, креветь, cat, ням-ням. Хорошо, только кусал, да? Да, есть, кусает так, but no humor. Одна мальчика go на другая река Бентота, and with a catamaran, потом гулян, рыба поймали, and crocodile yes, and потом вот так. За ногу. Then go crocodile вот так, мальчика вот так. Крутил. Да, and потом crocodile вот так, мальчика, crocodile крита маут, crocodile go. But вот так много проблема. Вот так, да, мальчика. Ну хорошо, хоть не Потому едят. что crocodile люблю люди едят, but эта река никогда едят люди. Crocodile не едят люди. Не кушает Не людей. кушает, ну кушает. And потому что это crocodile боится людей. But we have Sri Lanka другая река. Это есть, они едят мальчика, девушка, кусается и humor. Я знаю, почему крокодилы боятся людей. Почему? Ну вот представь, да, Да. что ну вот ты увидел бы слона, и он такой в кожаной куртке, в очках и курил. Ты бы тоже боялся. Большая тут глубина вот по центру реки, какая? Какая вот так. Вот это очень глубоко. Там очень глубоко. Да. А здесь Здесь не глубоко. Это 34 метра. Тут 3-4 метра. Да. А, то есть он говорит, под мостом, где узко, где вымыло, то там может метров 10 будет. Да. А здесь 3-4. Типа наша Припять. And потому что вот это много черный песок. Черный песок. Да. Темный, да. Да. And туда глубоко, вот так, очень глубоко. Не знаю, люди Но давно вода чистая, но она мутная, это потому что с гор, да? с гор, да. Дожди идут. Да. Когда нет дождь, and как океан вода, blue вода, Ага. чистая вода. Когда дождя нет, Да. то она чистенькая. Потому что здесь много вода, джунгл, and вода есть, and некрасивая вода. And потому что крокодил тоже, and проблема глубоко, очень холодно. А крокодил любит теплый воздух. Да. Да, если бы он любил холодное, то наш бы жил в Беларуси. Слушай, а расскажи, вот 20 лет назад, Да, вот да. тут было цунами, да? Да, 2004. Много людей умерло. Много людей умер, but Бентота нет людей умер. Не знаю. Хиккадуа, Унаватуна, Мирис, Велигама, Яла National Park, but animal no humor. Islona нет умер левопак, потому что корова, собака, animal не знаю, когда цунами. Это flow, dancing. Танцуют. Dances on the floor and animal понимаешь, корова, слона, понимаешь проблема and Шри-Ланка. Потом далеко корова, собака, слона, далеко джунгл, but люди, умер много людей. Хиккадуа, пояс, умер 1800 человека, 1800 people die, умер. 1000 человек умерло, да? Да. Слышишь, ты где был? На пляж, я был на пляже утро 8, и вода го далеко, потом здесь 15. То есть ты на пляже был и цунами началось? И что, как оно было? Как? Я боюсь, я бум-бум-бум вот так, потому что my family. And потом я быстро go hotel, большая Taj Hotel, and бассейна туда, город. Я быстро go туда, и смотри, есть 4 метра вода, 4 метра вода То есть. есть Его ты завязал на самый высокий отель, Тадж отель. и цунами было 4 метра, да? Да. Бентота это декабря, потому что декабря, и маленькие люди, и белые люди, Christmas, война, декабрь 25. То есть на Новый год мало людей приезжало, да? Туристов мало, да? Мало, туристов мало. И декабрь, и много людей come Sri Lanka. Декабрь, январь много людей come. Декабрь мало людей, белые люди. И потом, цунами один день, утром 8 утра, одна цунами, один день 4 цунами.
А, в один день 4 цунами было? 4 цунами. А ты утром как ты увидел цунами? Как ты его увидел на Как пляже? никогда heard, никогда видно. Не слышно, не видно? Нет, первый раз. Вода го, я смотри, почему, но Вода вода ушла. ушла как камень, видно камень. Вот те далеко. камни. А, на метров, пляже, да. на метров 100 ушла 100, вода. да, А, да. так шух ушла. Да. Но перед этим ушла вода, Yes. And и потом И начала ты когда увидел, что приходить. вода ушла, ты побежал, да? Да, быстро вода рядом, then быстро वो hotel так, then I call my family. Телефон не работает. Все закрыто. А почему? Цунами. Из-за цунами телефон не работает? Не работает телефон, ТВ, не работает, все закрыто. Все закрыто. And then 26 декабря 2004 года на Шри-Ланке произошло неожиданное цунами. Население не успело эвакуироваться и подготовиться к встрече этого катаклизма. На остров в общей сложности обрушилось 13 приливных волн. Причиной цунами послужило землетрясение у берегов Суматры магнитудой 9,1 балла. В то время пострадала и Индонезия, и Малайзия, Таиланд, Мальдивы и даже некоторые страны Восточной Африки. Вдоль побережья на Шри-Ланке идет железная дорога. И именно из-за аварии на железной дороге число жертв превысило 1000 человек. Кроме этого, было разрушено 100 тысяч зданий, 180 школ. Ущерб от цунами правительство Шри-Ланки оценило в 1,4 миллиарда долларов. Tsunami, yes, утро одна цунами, and потом 30 минут, and 45 минут вода пошла again, цунами обратно, потому что Шри-Ланка люди умер, and первый раз цунами есть, 2 раз начинал цунами есть обратно, он нет обратно. Люди go на пляж, and готовы хотел, виски, водка, деньги, все вода. Go with вода. And люди go, Люди пошли собирать. Да. And потом надо два цунами есть, and no running, цунами быстро, вода быстро. And много люди умер, and Хиккадуа, one place. Короче, из-за этого мародеры первые погибли. То есть после первой волны все пошли собирать это все, Да. и их накрыло. Да. And одна Хиккадуа, как музеум, как глубоко песок out. Люди песок 5, 0, 0, 0. 5000 человек. Да, одна вот так песок inside. Песок закопало 5000 человек. Оно, получается, Песок. размыло. Да, как И их, музеум. короче, вот это все несло, это получается не то, что там Всё. вода, а там типа уже смесь воды, песка, грязь, короче, Then, грязью. then есть цунами есть, and люди умер. Закопало людей и откапывали, даже не понимали, кто такой человек, да? Ну, понятно, да. Твоя фамилия, все нормально? Нормально. My Всё. family нормально. My друг, одна друг умер, потому что go поезд, Галли, go gold, and with the поезд, and На поезде ехал? поезд, and И что, поезд сбило? поезд вот так. Поезд перевернуло. Да, and Вот это сила была. 1800 людей умер. Много девочка умер, and маленький тоже. Animal не проблема, но умер. Животные не проблема, они ушли. Да. А за сколько они? За день пришли? За 2 часа? Как они ушли? No, один день, утром 8 утра, and после обеда 3 обеда, все finish. Все животные ушли. Да. Потом А цунами. вам по телевизору не говорили про цунами? Нету, потому что но цунами есть, and all news finish, закрыто. То есть Перестали вещать. And потому что люди не знают цунами, потому что люди не знают цунами. Пошла далеко, люди не знают цунами. Первый раз. Я. Чами нас пригласил на виллу своего друга. Посмотрим, как его друг здесь живет. Что это, гранит? Они по 100 килограмм весят. Ты не поднимешь ее. Я не могу поднять эти кресла. Разговорились, оказывается, эта вилла тоже сдается. Тут 3 номера, бассейн, джунгли. И в номере тоже телевизор, холодильник, все как у нас, кондиционер. И стоит тоже $25 на сутки. То есть это вообще как бы недорого. Здесь только какой, плюс, конечно, что есть бассейн во дворе. Плюс, что вокруг джунгли и спокойствие.
Но минус, что до океана 10 минут ходьбы. Или 5 минут ехать на тук-туке. Вот. Вот его фотографии Чами. Чами это все сдают, это все. О. Все, камеры, да. Вот рум, да? It's room, yeah. А, все, вот ванна, туалет. А, ну супер. $25, да? Ну, супер. Тут тихо-тихо. У нас поезд, трейн. Есть? Трейн? Trend. Трейн. Trend, yeah. А тут супер. It's, Тут только обезьяны. My wife. О, my wife. Слышь, она у тебя это откуда? С какой страны? Wife. In England. England? О, у тебя. У него жена из Англии. Yeah. Супер, супер. Это твой дом, да, весь? Yeah, yeah. Это общее, да? Yeah. Кухня. Кухня. Ну, тут можно самим готовить. Вот Чами вот так выглядит директор гостиничного бизнеса. 3 номера имеет, бассейн, все, живи, наслаждайся. Что ты, здорово, а это боится меня, это как наша Найда. Видишь? А этот лабрадорчик. Что? Папа. О, какие номера, слушайте. Супер, супер. Телевизор и все. Вот я еще раз повторюсь. На Шри-Ланке на зимовку приезжать это супер. Это супер выгодно. Представьте, вот такой вот номер. $25 в сутки. Cement. Цемент? Cement, yeah. А, это с цемента, а потом покрасили, да? Yeah, yeah, yeah. Покрасили как мрамор. 100 килограмм. Лабрадор? Labrador, yeah. Смотрите, как продуманно сделали. Крыша железная, нагревается от солнца. И чтобы не нагревалась, включили водичку. And with the То breakfast, есть без питания будет такая вилла стоить на сутки $20. with the breakfast, С питанием 25. А, 8 тысяч, да, 25. Питание вот. А если будешь брать на месяц, будет дисконт. еще дешевле. Долларов 500-600 примерно, ну, это максимум. Ну да. Экспертная пальма, да? Говорит, что сюда по утрам и по вечерам приходят обезьяны и дикие павлины. То есть, не, я говорю, домашние, нет, говорит, дикие, вот просто с леса приходят и лежат, тут ходят. Притом не по одному, а именно целым семейством. А мы сегодня же видели павлина. Угу. Короче, тот Чами что-то сидел, говорит, у вас, говорит, козы дома есть? Есть. Говорит, поеду за козлятиной. Сел, уехал. Мы с этим Чами остались. Вот это будущий ананас, и тут вырастет ананас. Вот здесь, вот здесь. Новый год! Не год, это год. Креветки? Kredit yang calamari. Кальмары. Ini kali ini kepada masuk turun ini. Yok, dài mà, dài. Ini kan lo be. Чами, ты на базар ездил, на рынок? Да, да. Чами, креветки дорого у вас? Это си, да? Да. Nah, itu laguna. Лагуна? Сколько стоит? Это 1 кило 3000. Получается 3000. 10 баксов килограмм креветок. Ты не заметил, что везде у них на полу большие фотографии? Вот такие стоят. Даже мы где живем, там тоже девочка, да? На фотографии. И там прямо указано, что мы перевели там. Как там переводится, помнишь? Представляете, друзья? Ну, мы начали переводить, там вот такой же самый портрет, и там написано «Праздник полового созревания». То есть они это празднуют, получается? Да. Девочки, именно. Мальчика не видели пока еще. Прикинь, если ты здесь жил, у тебя до сих пор праздника такого не было.
Забыл, Антон, это дети есть. Неудобно чувствую, что пришел, они тебе что-то готовят кушать. Да, Я говорю, помощь нужна, не нужна. Слушай, ну ты заметь, это килограмм креветок, которые не что? Не замороженные. Стоит $10. Свежие. Ну, крупные. То есть ты не воду покупаешь, а креветки. Харилиус. Вкусный такой, слушай. Чами, смотри, это что, чтобы кобра не залезла? Да. Или мыши? То есть туда, чтобы вода вытекала, но чтобы никто не залез сюда. Это очень хорошо глаза. Для глаз, да? Да. Хорошо, пошли, орел. У вас все мужчины умеют готовить? Да? Чем пахнет? Попробуй резкий, вкусный запах. У нас таких специй нет, но просто пошел в кустах, нарвал каких-то специй и все. Ты заметил, какое здесь изобилие фруктов, специй, диких животных? Рай. Антон, знаешь этот прикол? Хотела, говорит, налепить вареников и тебя позвать. Но я подумала, сколько ты впоришь. Думала и передумала. Так и тут, вот сейчас, когда съедим эти креветки, они нас больше не позовут. Наружу мы с тобой нормально впорим. Варим. Давай попробуй. Ну вы видели, как они приготовили? Примерно на килограмм креветок дал килограмм этого Лайма. Лайма. Лайм. Чеснока много дал. О, каламарика, голова. Чами, ты супер кук. Как в ресторане приготовила. Обалденно. Чами, расскажи, пожалуйста, какие зарплаты вот? Чем зарабатывает местное население? Шри-Ланка. Да. Сколько в месяц водитель штук-тука получает? Только меня один месяц $150. То есть один месяц $150 зарабатывает? Да. Попробуй голова. Голова самая вкусная, да? Попробуй. А, хорошо, но это очень, мало это, Мало. по европейским меркам это мало. По азиатским не Потому знаю. что Шри-Ланка только 6 месяцев хорошо, 6 месяцев не хорошо. 6 месяцев нет людей. Новембр, Декембр, январь, февраль, март, апрель, май очень хорошо. Juni, July, August, September, October не хорошо. А почему дожди идут? Дождь, океан большая волна, но рыбалка, но доска, но покупаться, но на пляж, вода. То есть Шри-Ланка сезонная. Сезон. Слушайте, короче, Голова. у меня голова лопнула во рту, а там что-то вкусное что-то было. Очень вкусно. Карлют идет тоже. Very good глаза. Там внутри какая-то жидкость такая жирненькая. Вот это он сказал есть, будет типа для зрения полезно. Антон, 10 минут назад я тебе Дима, рассказывал. попробуй это чеснок. Я пробовал. Вот Ну, прям с чесноком, да? Да. Помнишь, да, Антон, да. я тебе рассказывал, что я как подумаю, сколько ты впоришь, что больше тебя не хочу, передумал, да? Так вот, смотри, Антон, наши тарелки. Чами как это увидел, чухнул отсюда. Я тоже эту креветку съел. Ну, сейчас буду тебя купить. Антон, Big Lobster. Big Lobster? Lobster. О. Maybe попробуй один день. Не просто так же Чами нас пригласил. Сегодня у Чами день рождения. Да. Его зовут Чами и его Чами. Чами, да. И вот они спрашивают, сколько, как ты думаешь, мне лет? Я тоже не знаю как. Я слышал, что вот в этих азиатских странах из-за того, что здесь вот пальмы, растительность, Да. влажность, кожа постоянно не сухая, влажная, что у них не угадать, они как будто вечно молодые. Поэтому я подозреваю, что он вот ты Чами старше, да? Да. Давай так, тебе 45, 45. тебе 35. Ты спай? А? Ты спай? Не. Сколько? Антон, ты как думаешь?
Давай тебе чесночок удру. Сколько я думаю? Ну, Тоже где-то может Но судя по 5-6. седине, это к 50 годам. О, точно, они же. Нет, подожди. Слушай, наоборот, он же седой, а тут нет. Да нет, ну. Два чами. Два чами? Слушай, а прикинь, если наоборот, как ему обидно будет. Ну что ж я наделал? 40. 40 и 40? No, 45. 45? Это 40. Он такой, как 40. ты. А, хорошо. Я угадал? Видишь? 45 и 40. Дима, давай, Дима. Аккуратно. Ага. Чами, Хантер, охотник. Да. Говорит, что с палкой ходил на дикообраза. Это дикообраза. Да. А вы что с ним сделали? Скушали его дикообраза? Grill barbecue. О, Вкусный? Очень вкусный. Мне папа рассказывал, что мой дедушка после войны с ежика суп варил. Говорит, вкусный тоже. То есть, ну, если ежиков едят, то дикообразов тоже едят, походу. Дикий барас, дикий кабан, попробуй. Попробуем? Да, ну пробуй. Кстати, я уже мало снимаю еду, хотя вот еда нас преследует. Мы вчера ели суп с акулы. Шарк. Суп шарк. Нормал. Ну такая. Куда попробуй супсак? Да, мы кушали, я кушал. Когда? Ну я. Туна. А, туна? Да, Вкусный? Да, вкусный. Смотри. Только мало. Слушай. Ну да, немного ресторанное блюдо, мало там. Я думаю, что после этого путешествия, то есть мы уже ели там верблюжатину, оленину, там акулу. Оленя, да. То я думаю, мы вернемся на хутор, и я скажу, я съел целый зоопарк. Хотя бы попробовал, всех подотпустил. Ты начал вот рассказывать про акулий суп, да? Вчера пришел, вечером туристы такие, обязательно в Туна сходить, типа акулий суп попробовать. Мы его как раз А мы как раз его и ели, заказали, да. Обязательно попробовать Туна. Тут такие волны, такой ветер. Мы решили с Валентиной подняться в воздух. Сегодня не на квадрокоптере. Ну как? Как на квадрокоптере, только страшно. Я боюсь. Правильно делаешь. Круто. Понравилось? Что ты не смог. Совсем сверху не страшно. Сверху только.
Ты как сносит, они приземлиться не могут. Тебя тоже так сносило? Да? Да. А это он так специально делает? Матька довольная, капец. Боялась. Я вначале вот так летела, а потом такое дыхание, знаешь, Страшно было? еще и захватывает так дыхание. Мне вообще не страшно. Мне как на квадрокоптере. Я очень сильно боялась высоты. Я это сделала. Это такое удовольствие. Как птица, летишь, как птица. Видишь, ты боялась, поэтому ты получила адреналин. Я не боялся, поэтому, ну как, летал, долетал. Да, получила, конечно, максимум. Я же говорю, тут как родственники. Мы завтра с утра едем на рыбалку. И нам принесли, говорят, вот такие таблеточки, говорит, чтоб не укачивало. Мы говорим, мы же уже купили свои, у нас есть. Спасибо, thank you. Спасибо, родственники. Не надо. Ты же породился здесь. Это какое отношение. Ваню привози. 5:30 утра. Ну, вроде небольшие волны. Едем на рыбалку. Будем троллить. Вот такие вот воблеры. Конечно, у всех тут мечта поймать какого-то голубого марлина, который может тебя утянуть в воду, проткнуть до носом лодку или тебя. Но нам бы хотя бы какую-нибудь барракудку поймать сегодня. Мы, кстати, точно такой же расцветкой ловим в Беларуси. Знаешь, как у нас называется это? Сало-мясо. Сало-мясо? Вот это сало, это мясо. А, да? Не знал. Как прослойка, да? Я еще даже когда летал на этом параплане, я сверху видел, что возле берега такие вот волны. А здесь, смотрите, в океане, ну есть, конечно, волна, но вот таких шквалистых там вообще нет. Так что здесь можно рыбачить. Давай все по-честному. Если на эту клюет, вытягиваю я. Если на правую ты, Валя центральная, хорошо? Все по-честному, клюнула на Валину удочку. Что-то тянет. Достает свои. Валя, большое? Нет, такой на килограмма 2 я вижу, Боська. Ну такой на килограмма 2. Ну это, никто нет. Давай! Нет? А нет, барракудка стоит, да? Ну похуй, у них. Похуй. Стой, стой, стой. Барракуда, да? Name! Сефиш. Сефиш. То есть морская рыба. Оглушит, да? Точный удар. Кайфануло, да? Но это самое гуманно. Ну как, Валь? Ну, вначале чувствовалось тяжело, потом я понял, что они очень большая. Уже ближе, когда Понял, Антон. Вот реально ж выбрали удочки. Женщина на корабле, это ж к добру. На гриль уже словили. А поймала Валентина рыбу макрель. Это семейство и отряд скумбриеобразных. Эта рыба водится на глубине до 300 метров. Она хищник. Половая зрелость наступает к 2 годам. Средний срок жизни около 8 лет. Примерный ее размер 50 сантиметров. Что будем делать с этой рыбой?
Есть 3 варианта. Можно с рыбаками приготовить на берегу моря, но мы подумали, что будут мешать нам другие отдыхающие. Можно занести в ресторан, но мы решили отдать хозяйке нашего гестхауза, чтобы она ему приготовила. Все-таки относится к нам как к родственникам. На товары, которые производятся в Шри-Ланке, ставят цены. Вот видите, 1000. И поэтому очень легко все покупать и знать, что тебя не обманут, не наколят на цене. Вот это я возьму. Мы не обычные отдыхающие, а мы путешественники. Поэтому для мобильности мы, из-за того, что мы посетим 10 стран, мы не брали с собой чемоданы, а взяли вот по такому рюкзаку. Поэтому у нас нету 10 шорт, 10 маек. Нам проще было взять одни кроссовки, пару маек и в дороге их отстирать. Поэтому мы взяли с собой универсальные отбеливатели на все случаи жизни. Это лучше, чем тащить несколько чемоданов и платить за них в самолете. А мне почистите? А что это у тебя? Какие-то пятна. Ты даже не знаешь, что это? Но оно отстирывает только органические загрязнения. То есть, если это у тебя какая-то смола, то может и не отстирать. Ну, давай попробуем. Будем надеяться, что все отстирается. Чистящее средство работает только в кипятке, в горячей воде. Бессмерная ложечка. Там так поднимает пену. Да. Ну, видишь, у нас стиральные машины, наверное, в гестхаусах не бывает. Сейчас оно просто здесь 5 минут вот так вот попенится, в холодной воде сполоснул, не надо ничего не стирать, и все, и оно будет чистенько. Майки уже 100% постираны. А в этой пене отстираем еще и кроссовочки. Слушай, как новая. Да, Майка, ладно, посмотрите, какие кроссовочки стали, а? Но вот такая вот водичка, конечно, у нас осталась. Иди суши в свою комнату. Где мне такое средство покупать теперь? Ссылка в описании. 101 способ. От всего. Серфинг на Шри-Ланке развит отлично. А самое главное, на этом райском острове можно найти место для занятий серфингом в любое время года. Шри-Ланка омывается водами Индийского океана, поэтому здесь практически всегда есть хорошие океанские волны. Поэтому в последние годы сюда все больше съезжается серферов со всего мира. С чем она их пожарила, эту рыбу? Она нас спросила, вам на гриль или пожарить? Мы говорим, как вкуснее? Она говорит, вкуснее пожарить. А, слушай, да, такие хорошие куски, ну что это? Я не знаю, что это. Я, как всегда, не разбираюсь. Валентина? Если это вот это чеснок, это точно. Вот это. Так а что на вкус, как сало какое-то? Чеснок. Чеснок? Угу. Ты видишь, они даже рыбу сейчас таком жарят. И лук. Я сегодня даже, знаешь, о том подумал, какие-то мы слабые рыбаки. И потом сам себя оправдал. А если мы поймали не одну, а 2, 3, куда бы мы Что мы с ней делали, да? Так что, может, нормально. Где еще, слушай, поужинаешь свежевыловленной морской рыбой, которую сам поймал?
вершину. О, спустилась. Иди дай 5 ей. А ты меня не укусишь? Давай, дай. Бананов нету. Это $30 стоит билет, подъем на гору. Написано, что действительно обезьян не гладить за 3 дня. А то в крови будет. Я больше к обезьянам не подхожу. А что он делает? Он как наш Дик Блох ищет. Антон, наклоняйся. Я б у меня просто лысина, он так бы наклоняйся. Ты брал бы, да? Да. Дорогие обезьяны, знакомьтесь, это Big Boss Антон. Собрание, да? Так хочется их погладить, но Да. не могут что-нибудь украсть меня или что-нибудь укусить. Укусить могут. А вот это самое важное. Хотел сказать, мадам, у вас великолепная грудь. А это ты накормила недавно, да? Кстати, Красная еще. Ребята, мы что, пришли сюда на обезьян посмотреть? Что, зоопарк, что А ли? здесь этого собрания. Пошли на гору. Подожди, это ж гиды местные. О, собаки идут, видишь, они позаскакивали. Боятся собак, да. Да? Ага. Они гоняют собак, смотри, как. Это главный Да, да. босс. Ну смотри, эта собака между собой переговаривается. Прямо в центре страны есть одиночная скала высотой 170 метров. Это и есть Сигирия. Когда-то на вершине этой горы был построен замок, стены которого расписаны уникальными фресками. По одной из версий, в V веке была возведена крепость по желанию царя Касьяпа, а после его смерти этот дворец опустел и стоял заброшенным. Потом, до XVI века, на территории Сигирии функционировал буддийский монастырь. А сегодня эта достопримечательность включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Уникальность Сигирии заключается не только в руинах крепости и настенных росписях, а еще в животном образе, представляющей собой камень, мощные лапы, высеченные из монолита, потрясающее зрелище. Лапы – это главная часть, по которой составлен образ дикой кошки. Легенда гласит, что раньше скала была украшена головой льва, которая с течением времени разрушилась. На вершине скального массива сохранились бассейны и фундаменты строений. Я бы посоветовал пожилым людям сюда не подниматься. Это очень утомительная прогулка. Хорошо, что у нас шел дождь. В жару было бы еще трудней. Во время подъема на нашем пути встречались дикие обезьяны, пчелы, попугаи, разноцветные птицы, вараны, барандуки, большие белки. По обе стороны дороги к скале находятся водные сады с остатками роскоши. Кстати, фонтаны до сих пор работают, но надо сюда попасть после дождей. Тогда вы увидите бурлящий фонтан. О существовании этой крепости европейцам стало известно только в 1907 году. Остров Цейлон британцы захватили в 1815 году. И вот в 1827 году во время охоты молодой британский офицер
и нашел этот замок. А серьезные раскопки в этом месте начались вообще только в 1895 году. Зал с фресками снимать на видео нельзя. Как только нас заметили, пришлось выключить видеокамеру. Каждая фреска состоит из 2-3 слоев, выполненных по мокрой штукатурке. Для придания рисункам цвета использовано 4 пигмента – красный, желтый, зеленый. Продуманное использование минералов вместо растительных красителей позволило фрескам дожить до наших дней. The electric line, elephant cannot come to the road. Это как у нас коров пасут, да, а здесь Чтобы слоны не выходили. не выходили на дорогу. Пастух. Дикие слоны, да? Wild? Wild elephant. Yes, wild. Yes, wild elephant. Слушай, это случайно не ваш? Пава. А мы переживаем, что в лесу нашим кто-то их съест. Они живут тут среди леопардов, их не могут съесть. Так их тут много-много сидят на ветках. Нам надо элефант, чтобы элефант, вот так. Yeah, okay. Yes, okay, no problem. Sometime coming and... Шеф, это уже элефант сделал. Yes, of course. По запаху чувствуется, что здесь 2 элефанта. Put in the trunk. Yes. Давай. Завалил. И смотри, сзади то же самое. Данджер, я тебе туда на. Sometimes some elephant also here. Someone also here for the attack. Индейцы, да? Yeah, also this is... Теплый дождь. Смотрите, с этой стороны озеро получается, а с той стороны посажен рис. Его просто посадили, а потом зальют водой. Кроют на озере этот шлюзик, и вода заполнит рисовые поля. Мы в аварию попали. Наш водитель взял, отвлекся, скорее всего, и завалил лоб в лоб тук-туку. Тук-туку колесо завернул, ну. Врезались мы в тук-тук, и у водителя тук-тука от удара аж тряслись руки. И представляете, разошлись без денег. Я спросил, как такое может быть? А наш водитель объяснил так: village, good people. То есть он сказал, что в городе Коломбо тоже бы вызвали полицию, была бы такая суета, страховки, деньги. А тут, говорит, деревенские люди, они, говорит, добродушные, особенно те, которые живут бедно. Ну вот, слон от нас в 5 метрах. Принцип нашей коровы. Антон, кушает, только что носом кушает. Вот сколько на них смотрим, все они кушают. Смысл жизни у них только добывать пищу и кушать. Все. Косит носом. На нас вообще 0 внимания. Перевернул машину, что ли? Возле горы Сигерия есть национальный парк с животными. Мы сюда поехали на джип-сафари. И вы знаете, мы не сильно были впечатлены, так как увидели только слонов и павлинов. Павлины у нас дома живут в сарае, а слонов можно посмотреть в любом зоопарке. Поэтому, если вы хотите увидеть животных на Шри-Ланке, то лучше ехать в другие национальные парки. Хотя даже на обычной рычушке больше разнообразия, чем тут. Ну вот павлин в дикой природе нас подпустил тоже на 5 метров к себе. Хвосты у них
не сброшены. У них сейчас зимы нету. Они, наверное, сбрасывают у них, наоборот, в летний период, когда у них лето, у них сезон дождей. Они, наверное, скидывают их. А сейчас у них, наверное, брачный период. А это попугай, смотри, там, видишь? People buy Funeral. February. Funeral. Somebody dead? Death. Смерть. Yeah. И они все в белом, да? White dress, people going to the funeral house. This house, funeral house. В этом здесь умер кто-то. А, видишь, смерть. Все белое. Вот одна из местных традиций. Когда у нас умирает человек, все надевают черную одежду, черные платки, а здесь все в белом. Смотри, оптовая база. Вот таких вот навесов тут 5 штук. Пошли, так на секунду заглянем, что они, какие они овощи продают оптом. Кабачки. Это манго? Ты не лопнешь? Ну тоже зелеными продают, видишь? Да, дозреваешь. А вот это что? Это, не знаю, что это такое. Что такое? Не знаю. В общем, мы много того, чего мы не знаем. Манго. А к нам никто не подбегает и не упрашивает купить, потому что они понимают, что точно мы мешок у них никакой не купим. Да, здесь такое изобилие всего, что просто... Это огурец. Свекла, видишь, есть красная. Это огурцы у них, смотри, какие интересные, да? И это тоже огурцы. Смотри, там такие огурцы. У нас таких сортов даже нету. Вот это объемы, да? И вот тут таких 5 ангар. Отсюда, походу, все увозится по отелям, ресторанам, по кафешкам. Помидоры, смотри, какие помидоры. Да, Вообще зеленые. капец, они. Я теперь понимаю, почему томатный суп, он не красного цвета был, а какой-то, знаешь, такой... Желтого больше. Желтого, непонятно. А эти помидоры зеленые. Это самый большой Будда на острове Шри-Ланка. Кстати, местные жители говорят, что во время цунами ни один буддийский храм не пострадал. Ну, верующие, конечно же, это называют чудом, а неверующие такие, конечно, так они везде на самых высоких точках на горе находятся. Поэтому кто его знает? У каждого своя религия. Обезьянки бегают возле Будды. Сейчас по дороге мы заехали на государственную фабрику специй в миниатюре. Она бесплатная, но гид оближет вас так, что вы все равно захотите что-нибудь купить, дать ему деньги за массаж, купить каких-то специй, подарков. Шри-Ланка на протяжении всей своей истории славилась своими высококачественными специями. Старые карты торговых путей мира XIV века доказывали, что почти все торговые пути проходили через Шри-Ланку. Основными причинами
этой популярности стали специи и слоновая кость. Прежде всего, Шри-Ланка знаменита на весь мир своей корицей. И ей она обеспечивает около 60% мирового объема. Корица двора садгот, только кара акривает, шушитна солнце делаем палочку. Видели палочку? Палочку кара акривает. Окей? Один год, один раз. Нет, 2-3 раз, один раз. Сэр, Шри-Ланка корица номер один. Окей? Номер один корица на Шри-Ланка. Шри-Ланка корица немного сладкий. Корица на Шри-Ланке сладкая, да? Сладкий, это номер один. Это Реально сладкая. сладкий. Она не горчит, класс. Сладкий. Вы видели, это Россия, Беларусь, большой. Ой, она такая вкусная. Это нет оригинал. Окей? Это оригинал корица. Шри-Ланка. Это Шри-Ланки корица. Индия, может быть, еще. Индия, да. Точно, вообще сладкая-сладкая. Я пробовал настоящую корицу, она такая горчит, а это сладкая. Это какао. Это какао. Шоколад. Шоколад плоды. Это дерево какао, это маленький плоды. Это 2-3 недели. Потом 5-6 месяцев вот так. Окей? Номер один какао. Какая страна? Номер один какао. Какая страна? Yes, Brazil. Это South America. Brazil, Argentina, Venezuela, and Ghana. Sri Lanka номер один, чай and корица. Окей? Вот это растение куркума, Да, да? куркума. Ее корень Это кушаешь? корень. Имбирь и куркума это... Same, same family. Короче, да, видишь, Одно семейство. да. То есть, что куркума, что имбирь, это корень, который мы потом едим. Только отличается цветом. Это имбирь, сэр, white, belly. Belly and salty. Да-да-да. Один год, один урожай. Да, один год, один раз. Антон хочет кушать. Когда кушать будем? Это как для порошок карри, демократия. Они готовят это лекарство. Кардамон. Кардамон, гвоздика, это корица, это анис, это кумин. Вот на Кориандр. этом водку делают. Sorry? Спирит, анис. Нет, нет. Это листья карри. И... Same ingredients, okay? Без масла, 2-3 секунды шарит, шарни. 20-30 секунд. Давай еще энд мит и будет хорошо. Давай мясо. Мясо давай. Это шарит порошок, meat curry, рыба, говядина, curry. Это не шарит порошок, овощи curry and рыба curry. Все, дальше это размолоть надо. Это порошок не шарит. О, смотри, кофемолка какая, да? Крутая. Пицца, говядина and Говядина. говядина. Баранина. Один. Запах. Запах шикарный. Блин, ну обалдеть вообще просто, ты не представляешь. Надо мясо. Это нет. Это нет Здесь запах. соль, здесь соль. Это шикарно, конечно. Salt. Yes. Вот это it's very good. Это не шарит. Не шарит. Прямо Это кажется, шарит. кажется, мясом прямо пахнет, да? Это ваше какао. Шри-Ланка какао. Шри-Ланки, да. Как вкусно? Вкусняшка. Очень вкусно. Очень Найс, вкусно. найс. Получается какао плюс ваниль. Кофе как в ресторане, без сахара. Кажется туда, что такое чувство, ложку сахара всыпали. Но на самом деле она без сахара. Сколько денег стоит это? Как запах? А, да, точно, сижу, я просто заплыл. Да, все шикарно, все вкусно, все обалденно, приятно. Диму увидеть. Ощущения такие, что я просто впал просто, да, в транс, и всё, и поэтому молчал пару секунд. Я даже забыл, что меня мужчина массажирует. Посмотри, у него пошли морщины. Видишь? Да, и что я стал молодой и красивый опять?
Молодой, красивый. Ничего себе аптека, да? Вот такие, наверное, больше в подарок. 5-100. 20, ну, это $20. Спасибо. Хороший русский у тебя. До свидания. По интернету выучил? Да, все очень По интернету русский Да, выучил? интернет. Никакой школы не надо. Главное желание. Нет спора. Нет школы. Религии в Шри-Ланке отличаются большой разнообразностью. 76% населения – это буддисты, 8% – это индуисты, 9% – это мусульмане, 6% – христиане-католики и 1% – это представители других вероисповеданий. А Буддам не пускают. Придется по асфальту идти. Шри-Ланка определена как третья в списке наиболее религиозных стран в мире. Сейчас мы подъехали к красивому индуистскому храму. Этот храм был построен в 1874 году и почитается как индуистами, так и буддистами. В нем есть большой свадебный зал, который используется индуистами для проведения свадебных церемоний. Основные религиозные праздники, отмечаемые в храме, проходят в феврале или марте. Этот храм был сильно поврежден во время беспорядков в июле 1923 года, но впоследствии был восстановлен. Одной из особенностей этого храма является 55-метровая башня, одна из самых больших в Шри-Ланке. На башне изображены 1008 статуй индуистских божеств. Это работа южноиндийского скульптора и около 100 дизайнеров, художников и архитекторов из Индии и Шри-Ланки. Башня была завершена в 2007 году, и на ее постройку ушло около 150 миллионов рупий. Вау, супер. 4, 4 брать, да? 3. Так она не на воде? В смысле не на воде? Нет, она потом она просто здесь как в да? микроволновке. Нет, она там варится. Здесь, чтобы она была горяченькая. Вот это, покажи нам. То есть он ее там отварил, покажи. Он ее тут варит, а потом, когда водители проезжают, она постоянно горячая, как в микроволновке. Салфеточку, да? Смотрите, не надо электричества, не надо салфетки, все природное. На дровах приготовил, в природную бумажку завернул, и никакого мусора не будет. Не наша сладкая, конечно. Какая больше похожа на кормовую колхозную. Но здорово, она такая приготовлена в соли. Она соленая. Солененькая. Да. Я думаю, больше люблю. Такая кукуруза стоит на трассе где-то $0,4. Если берешь 5 кукурузин, то по 300 продает.
дымочек. Вот так близко я еще сюда не трогал. Давай 5. Привет! Вот прикован. Lal Buddhist? Yes, I am Buddhist. We believe Hindu gods. Так, потому что слон любит есть фрукты, люди любят его давать, потому что слон часть Ганеши, бога Ганеши. То есть мы вот сейчас слона везут, люди подбегают просто и приносят, кто бананы, кто апельсины, ну да ладно про апельсины, всякую еду приносят, потому что видите, это часть их культуры, они его обожествляют, слона. Маленький музей под открытым небом. Эта техника еще осталась с тех времен, когда Шри-Ланка была английской колонией. С помощью этой техники здесь были сделаны первые дороги асфальтированные. По дороге мы заехали на небольшую чайную плантацию. Чай на Цейлоне имеет китайские и индийские корни. Впервые на остров саженцы кустов были привезены только в 1824 году. А из Индии саженцы привезли в 1939 году. Надо, чтобы он отцвел, и только потом. Вот это хорошее, да? А что это такое? А чай, оказывается, еще и цветет. Чайные плантации – это километровые холмы с чайными кустами, горы, водопады, невероятная красота, на которую едут посмотреть со всех уголков нашей планеты. Что это? Pepper. Пеппер, перец. То есть, как нам и говорили, сначала зеленый, потом белый, потом красный, потом черный. Вот он. И чай обычный чай. Обычная трава. Я даже не скажу, что он пахнет чаем. Его, если правильно ферментировать, тогда он только становится черным. А так будет зеленый чай. То есть, как мы в лесу ходим за грибами, так они вот ходят и вот лианы у них растут. И вот перец обрывают и пользуются, да? Yeah, yeah. With pepper. Меня, знаете, что впечатляет? Рисовых полей гектары. Чая тоже гектары. И нету никаких тракторов. Что рис обрабатывают вручную, там чуть ли не мотыгой. Что вот этот чай тоже рвут вручную для нас с вами. На высоте от 60 метров до 1200 метров над уровнем моря растет самый вкусный ароматный сорт чая. Весь чай собирается только руками. В день один человек примерно собирает 35 килограмм листа. Никакой автоматизированной техники такое производство не любит. Рабочий день сборщицы чая оценивается в среднем $2-5. Когда женщины нам показали, как они рвут чай, они начали долго громко кричать: «Мани, мани, мани, мани!» Мы позвали водителя и спрашиваем, сколько дать этим милым женщинам. Дали мы им $5. Так, если честно, они чуть не подрались. Походу, это действительно была ихняя выручка за день. Чего? Вот этот перец реально печет. А почему у них такие зубы и язык такого цвета? Почему? Chicken curry. Антон,
Ну скажи, вот листик любой срываешь. Ну, вообще не чай, просто лист дерева какой-то. Даже капельки на чай не похоже, правда? Обрывают не все листья, а лишь несколько самых молодых и сочных листочков. Работают эти женщины каждый день, кроме субботы-воскресенья. Вот на склонах чайные плантации, где работают бедные люди руками. Slone have a 4 зуба. У слона 4 зуба? Да. Это один? Это один. 5 килограмм. 5 килограмм один зуб, 4 зуба. На, подержите. Слушай, как камень, да? Сколько лет этому зубу? Сколько лет? Вот так? Бивини होता только мальчик 5%. Девушка не надо бивить. Только мальчик. Нет, 5% только мальчик. Вот это команд. Вот это погончик. Daha is period. Head, назад. Ho, стоп. Вот это команд. Команды. Нету английский, нету русский, нету синглиш. Это слон команд. Один слон, один день 250 килограмм хармит. 250 килограмм. Хармит один день. Это как 150 вода. 100 килограмм кака. Один день, да. Посмотри зуба. Это 4 зуба. Раз зуб, два зуб, три, четыре. 4 зуба. Вот что значит взять на зуб, да? Нет, ты понимаешь, что 250 килограмм еды, 150 килограмм воды и 200 килограмм кака. 100 кака? Вот и насчет этого ты запоминаешь хорошо. А где остальное девается? Энергия ушла. 2 года беременный. Да. Зовут Пуджа. Born here. 22 беременный. 22 месяца ходит. Да. Беременный. Вот это рейнфо. Вот это голова. Да. Вот это череп голова. Слон умный? Это маленький слон. Умный слон? Да. Это слон африкан. Это большой, я? А, да, это африкан, это азиат. Азиат. Азиат Это маленький, да? маленький. Африканский большой. Азиатский голова большой. Уха маленький. Африканский голова маленький, уха большой. Ага. Африканский это хобот big. Азиатский. Африканский маленький. Да. Это мальчик девушка бивит. Африканский. Только 5% мальчик бивит. Видите, африканскому надо маленькая голова, большие уши, чтобы охлаждать себя. Азиатскому надо большой хобот, чтобы много кушать. Зелени много ест. Это получается слониха. Ей 53 года, а слоны живут примерно столько же, сколько и люди. Ну, то есть она уже большую часть жизни прожила. Что ты там боишься? Мадам. Я держу, мадам. No, una te va. Вы видите, как они нас обманули? Говорит, вы будете слона мыть, в итоге слон нас мыл. Ланкийцы такие гостеприимные, и нас опять пригласили в гости. Мы приехали к нашему водителю дочке, Валя. которая нам приготовила креветки. Bye.
This is my wife. My wife. Дима. Yeah. This is my granddaughter. Hi. This is my daughter. Hi. Nice to meet you. This is my daughter. Здравствуйте. Какая рыба интересная. Arowana. Эрвана? Рывана какая-то. Silver. Сильвер еще. Прикольно вообще, да? Показываем свои каналы. Ага. Да. Same you. Сэм. German Shepherd. Говорит, похож на вашего Дика, да, овчарка тоже. Тут с этой стороны садится. Окей. Фуд Шри-Ланка? Yes. Райс. Это что? Это салат. Да. Это креветки. Чечевица. Чечевица. Да. О, супер. Я не понял, мы только втроем будем есть? Чего? Да. Yes, yes. Окей. Кушайте все. А то мы подумаем, что вы хотите нас остановить. You eat everything. Otherwise, we will think that you want to. Это Кристиан. Yes. Кто Кристиан? Yes. Daughter Christian. Дота Кристиан? Да. А вы буддист? Yes. Прикольно. А кто муслим тут? Муслим Суперфуд, супермуд. Я сказал, что хорошее настроение после такой еды. Вот мы с вами во втором доме находимся, и тоже без аждишес, просто белые стены, просто заштукатурены, не заштуклеваны, покрашены, и все, так вот люди и живут. Home, white, well, Yes. yes? No. Tradition. Traditional, yeah. У нас дома тоже такие белые. Только мы наштукатурили, нашпаклевали, потом еще 10 слоев краски наложили. Все просто. Все. Thank you. Thank you very much. Very nice, very nice, very nice. Мы на этом острове кушали масло, молочные коктейли. Второй раз ем мороженое. Молочка у них как в Беларуси, натуральная. Да, хорошая натуральная молочка. Вот так в одном доме могут верить и в Будду, и в Иисуса Христа. Видите, опять рамки стоят на полу. Это наш водитель Лаль в молодости. Мне так интересно, чем питается вот эта усатая рыба. Я попросил их принести курицу и показать это. Я такую рыбу никогда не видел. Она похожа на какого-то карпа, амура, змеевидного. Сейчас принесу тебе курицу, будешь кушать курицу. А это кто? Это не пираньи, нет? Не, какой-то там разновидность. У меня такие в аквариуме. Это что? Раньше. Фиш. Ой-ой-ой. Руна. Ой-ой-ой. Ничего себе. Ничего себе. Да, офигеть. Вот это хищница. Как голодная выскочила. When we bought him very small, like this, now big. Very big. Very small. When we bought, very small. Он говорит, что она у него была на ладошку, они ее накормили, она такая. Like this. Yes. You
मैं कोचर का ना मासी 2 years. То есть, это 2 года она такая, Yeah, и то like есть this, такая. yeah. Ого, за 2 года вымахала. А что это, усы у нее такие, да? Маленькая. Yeah. Ну все, ну что, поедем, все молчат. Поехали. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо большое за гостеприимство, да. Спасибо. Welcome, Беларусь. Было очень вкусно. Поедем. Смотрите, и тут тоже, это получается, они делают цементные стульчики, столики, их не сдвинуть тяжелые, и на них сидят. Просто разукрашивают под мрамор, там были черные, тут белые. Конечно, тут снега нету, их никто ничего не разрушит. На Шри-Ланке 92 стоит 346 рупий, а 95 426. 1 liter, 1 euro. Ага. Да, получается на них 92 стоит $1.06, а 95 $1.30. О, вот отсюда Last night go and they все рыбаки выезжают в море заготавливать рыбу. Yeah, you want to take photo, I can stop. Столько сетей у них в лодках. Лаль сказал, что сейчас едем по дороге и покажет нам этот рынок, где местные рыбаки продают свои уловы. Какой-то форт голландский 1678 года. Да, тут они не сносили эти памятники, тут эти архитектуру. Тут очень много осталось от голландцев, португальцев, англичан. То есть вот департамент археологии это все тут охраняет. Тюрьма сейчас находится там. Да, там тюрьма сейчас. Ну вот такие здания, которым лет 300-400. Строили нормально тогда. Чтоб наш дом столько простоял. Это дырки заделывают или новые? Small piece, sorry. А, это дырки заделают, да? Make it. Ага, все, видишь? Дырка образовалась, они красиво-то делают дырочки здесь. Big fish. No, small piece. Sorry, this, yes. Маленький. Это, дорогие зрители, вам не Абу-Даби и не Мальдивы, где кондиционеры, рыба аккуратно сложена. Тут вот гектары сушат вот так вот просто с воронами, с котами, с туристами. From Belarus. Туна суши, да? Время прошло, рыбу переворачивают, что-то сушилось еще с этой стороны. Суши так же, как и мы. Потом пойдем в маркет, все правильно. Валентина почему-то ходит вот так вот. А мы с Антоном нормально, да? Здесь так воняет. Антон даже 2 на халяву съел, просто взял. Надо же было попробовать, да? Я сначала думал, что вот эти цапли, это у них маленькие, как наши. А это вот полный их размер. То есть у нас примерно такие метр в высоту, от сантиметров 30.
все отходы от рыбы скидывают сразу же сюда и в океан. Поэтому местный рыбак, из-за того, что здесь на эти отходы приплыли другие рыбы, он здесь же и ловит. Просто на леску и 3 крючка. Лаль говорит, что вот эту всю рыбу сушат для тех районов, которые в центре Шри-Ланки живут. Шри-Ланка, она получается 400 километров в одну сторону, 200 в другую. И вот те, кто возле моря, они каждый день едят свежую. А те, кто живет в центре и в горах, вот для них вот здесь вот сушат возле океана и завозят туда. У нас соля, да? Соленую рыбу. Я больше сушеную рыбу не покупаю, потому что я видел, как ее сушат. Не-не-не. А он икра есть, слышишь? Почему? Лучше свежее купим. Вот это сразу на сковородку и жарь, да? Килька, килька. Салат какая-нибудь. Получается, самые большие креветки, самые огромные, королевские, стоят $5 за килограмм. Давай возьмем 2 килограмма, сегодня наедимся ими вот так вообще до отвала. Нам никогда больше не хотелось креветок. Давай? Давай. Берем. Это все, что осталось с рынка или еще там дальше? Но, скорее всего, если бы мы не пришли с местным, то мы бы купили их за 5000 за килограмм. Ребята, 2 килограмма самых больших креветок Не замороженных. на рынке $10. Name. Buddha देखे ना? Buddha? Сегодня воскресенье, поэтому тут такой маленький стихийный рынок, а самый большой не работает, выходной. Ну, нам и тут хватило понять, что здесь антисанитария, друзья. No bikes. No? Гарник, гарник. Возьми 500 грамм чеснока. Рецепт мы знаем, поэтому сразу купим чесночка 500 грамм. Панси это कैसे बनाते हैं? У нас укроп петрушку, да? А Лалик красавчик выбрал на рынке самый большой лайм, а потом еще среди самого большого выбрал еще самый крупный. Ну это не огурцы.
Точно, это они такие огурцы едят, поэтому они такие невкусные, водянистые. Да, нам давали, мы еще думали, что это за огурцы. Вот в азиатских странах мы уже очень фруктов много, специй много, помидоры и огурцы никакие. Вот это ихние помидоры, смотрите. Это вообще, это не помидоры, это ерунда какая-то. Это фасоль. А это фасоль. This is jackfruit seeds. Семена джекфрукта. Поэтому салат очень трудно сделать. Посмотрите, какие перцы, помидоры, огурцов вообще нет. Посмотрите, какая капуста, капуста с кулак. Ну вот реально, вот хотим сделать салат с креветками. Мы не можем купить овощи нормальные. Поэтому и в ресторанах мы не можем заказать нормальный салат. Это разве перец? Так он еще и чили. А, это чили? Слышишь, Валь, а давай попробуем купить килограмм морковки. Может, с морковки сделают салат там вкусный. Или не очень? Я не знаю. Антон, Морковки? ну потому что чего салат? Помидоры Ну, никакие, было бы перцы неплохо. никакие. Можно было бы, А знаешь, если с капустой? морковку натереть на терку. И вместе с капустой также, да. Давай Будет попробуем. отлично. Давай деньги. Наверное, со стороны кажется, что мы целое видео едим одни креветки, мы, наверное, зажрались. На самом деле, их местная кухня, она одни углеводы. То есть это рис, это лепешки, хлеб, это макароны. Овощей очень мало, это в основном фрукты. А мы привыкли кушать белки. Поэтому у нас остается только сифуд. Тем более этот сифуд, он дешевле, чем у нас колбаса. Что мы скажем тем, кто хочет приехать на Шри-Ланку? Рекомендуем всем. Экзотическая страна, совсем другой, как другая планета, уступает Мальдивам только цветом моря и, ну, то есть, все. Цены здесь демократичные. Здесь можно жить, здесь такие цены, как не для туристов. Если все везде хотят типа сады, а так... Ты правильно подметил, здесь можно жить. Не просто отдыхать, а жить. Так что здесь, да, очень комфортно на длительный срок пребывать, не на короткий даже, на длительный. Просто наслаждаться природой, океаном. Дикие животные, добродушные люди. Вкусная еда. Все, до свидания, друзья. Всем пока. Пока-пока. Ну, еще 3 дня здесь поживем, а потом дальше куда поедем? Куда самый дешевый билет, туда поедем. Точнее, полети. А если самые дешевые карты? Не, сейчас туда самые дорогие билеты.